Новая игра Supercell вернула меня на YouTube. Вы спросите, где я был? А я отвечу. Разработчики Squadbusters убили игру, и мне буквально было нечего снимать, так как у игры выходили обновления очень редко. Потом вышла Мока, и я начал в нее активно играть, а Squadbusters по-прежнему продолжал умирать. И совсем недавно разработчики сообщили о закрытии игры. Да, это первая игра Supercell, которая закрывается в релизе. Я не особо расстроен, но обидно, конечно. Потенциал у игры-то был, но видимо у разработчиков не было возможности его раскрыть. Такое бывает. Давайте перейдем к Моку. Эта игра зашла мне намного больше. Еще до выхода она мне понравилась в первой бета-версии игры. Так как я очень люблю ролевые игры, и увидеть что-то подобное от наших любимых разработчиков Supercell было неожиданно. Но конечно проблемы есть. На момент выхода игра была очень интересной. Я играл в нее буквально по 5 часов каждый день с друзьями, но контент очень быстро проходился. А это очень болезненная вещь в ролевых играх. Я понимаю, что возможно я опоздал с новостями, но я думаю, что необходимо сначала вас познакомить с игрой, рассказать о планах, а потом мы уже будем врываться в обновленную версию Мока. Некоторые из вас, я думаю, уже поняли, о чем сейчас пойдет речь. Моку полностью перерабатывают. Разработчики выпустили пару месяцев назад пост с тем, как они собираются изменить игру, исправя такие проблемы, как повторяющийся геймплей, отсутствие ощущения прогресса, сброс прогресса в конце сезона, не слишком большая социальность, плохой подбор игроков и много ботов, а также редкие обновления. Та же глава 2 вышла только спустя 3 месяца после выхода игры, что по моему мнению очень долго для мобильной игры, учитывая ее количество контента. И разработчики нашли решение. Они собираются убрать главы и перейти на сезонный контент, где не будет предыдущей структуры миров и разломов. Игра перейдет на обновляемые режимы, которые будут меняться каждый день, неделю и больше. И главное то, что прогресс в конце сезона не будет сбрасываться. Благодаря тому, что все играют в одни и те же сезонные события, подбор игроков станет лучше, а также это улучшит социальность игры. То есть если будет доступен какой-то разлом, вы с легкостью найдете союзников либо через поиск команд в игре, либо позовете друзей. Не будет такого, что друг либо уже давно все прошел, либо не разблокировал еще этот контент. Также разработчики удаляют сборки. Теперь каждое оружие будет отдельным классом со своими способностями и своим стилем игры. У каждого оружия будет дорога прогресса с косметическими наградами. В пример они приводят такой класс, как Электрик, который может создавать цепи электричества и взрывать их заряженным молотом. Будут простые классы и более сложные, что сделают геймплей разнообразным и глубоким. Я думаю, что это также упростит сбор команд, где вам не придется друг у друга постоянно смотреть, какие кольца нужно выбирать, гаджеты, пассивки. Вы просто выберете класс и пойдете в бой. Еще разработчики убирают прогресс силы. Это немного странно видеть в ролевой игре, но я понимаю, почему здесь это не совсем хорошо работает. Во-первых, это усложняет также игру с друзьями. Если вы, допустим, на 100 уровне, а ваш друг на 10, то вряд ли вы будете играть вместе, если он вас не догонит. Также у вас будет интерес проходить разломы и дадзё, где вы не будете чувствовать, что вы слишком слабы или слишком сильны для них. В начале игры именно так все и проходили, и это было очень интересно. А потом игроки поняли, что нет смысла напрягаться и просто качали себя и просто заходили в этот разлом. И проходили его на лучшее время, независимо от того, какая у тебя сборка. Этого, я думаю, быть не должно. Иначе какой в этом смысл и интерес? Благодаря отсутствию развития силы игра будет проверять ваши навыки и то, как вы собираете команду с друзьями, а не ваш уровень. Еще разработчики подтвердили, что игра по-прежнему останется free-to-play, без покупки прогресса. Даже оружие вы не сможете купить. Вся монетизация будет построена только на косметике. Еще они дали понять, что на переработку игры потребуется больше времени, чем ожидалось, так как глава 3 отменена. И это большое обновление выйдет в первом квартале 2026 года, но сроки могут измениться. После этого обновления все начнут с первого уровня, так как игра полностью меняет прогрессию, но вся косметика и уровень коллекционера останутся. Будет, конечно же, компенсация, где элитные охотники получат крутой мерч, причем уровень считается суммарно за главу 1 и главу 2. За 125 элитный уровень выдадут эпический титул, а за 150 легендарный. Оба по идее должны быть эксклюзивными, а за каждые 10 обычных уровней начислят по 100 монет. Вот такие вот новости, ребят. Если вам интересна эта игра, вы хотите, чтобы она стала успешной, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, и я обязательно буду делать много контента для вас. А в следующем видео мы разберем ихний подкаст, где они рассказали о себе и о том, что планируют делать с игрой дальше. Всем пока!